Всем привет! Сегодня готовим нежнейший шоколадный мусс, который удивит вас простотой приготовления, нежным шоколадным вкусом, и после приготовления он будет просто таять у вас во рту. Таким десертом можно удивить не только родных и близких, но и любимых вам людей. Ну что ж, для начала мы берем желатин, заливаем его холодной кипяченой водой и отставляем в сторонку, даем ему время для того, чтобы он набух. Затем нам нужно взять одну плитку шоколада, в моем случае это был экстра черный, 100-граммовая плитка шоколада, и постараться ее как можно больше измельчить. Это делается для того, чтобы он нам как можно лучше и скорее растаял во время приготовления. Измельченный шоколад мы отправляем в кастрюльку или в сотейник, в котором мы дальше будем готовить наш шоколадный мусс. И к шоколаду мы сразу же отправляем 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку какао. Сюда же нам нужно добавить 1,5 стакана молока, а затем берем ложку и нам нужно постараться все вот таким вот образом вымешать, так, чтобы как можно больше растворилось какао в молоке. Ну вот примерно как-то так у вас должно будет все получиться. Ну а затем вот это все нам нужно установить на газовую плиту и на маленьком огне, постоянно помешивая, нам нужно довести вот это все до кипения. Во время того, как будете помешивать, весь шоколад и какао должны будут раствориться. Ну вот, шоколадная жидкость наша уже закипела. Дальше мы берем желатин, тот, что у нас набухал, и полностью все отправляем сюда в кастрюльку. Продолжаем вот это все кипятить и все хорошо размешивать. Помешивать нужно до тех пор, пока не растворится весь желатин. И после того, как растворится желатин, отставляем вот это все в сторонку и даем ему немножко остыть. Тем временем, пока остывает шоколадная масса, мы берем 1,5 стакана сметаны, добавляем сюда полстакана сахара, берем миксер и все аккуратно нужно взбить до тех пор, пока не растворится сахар. Подождав еще где-то минут 10, пока остыла шоколадная масса, я взял вот такое вот небольшое сито и всю шоколадную массу пропустил через вот это сито. Это для того, чтобы убрать полностью все крупинки, которые остались после шоколада и после какао. А затем берем ложку и полностью все аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Нужно вымешать так все, чтобы шоколадная масса смешалась с белой массой и все стало однородным цветом. И после того, как все вымешали, берем формочки и разливаем все по формочкам. Я использую вот такие вот пластиковые одноразовые формы, которые продаются в любых супермаркетах. Дальше отправляем все в холодильник, где-то примерно на часа 2. Ну а потом посмотрим, что же у меня получилось. Через 2 часа достаем все из холодильника. Я беру ножницы и вот так вот аккуратно разрезаю вот эти формочки. Ну и после того, как все поразрезал по периметру, я беру пергаментную бумагу, застилаю на эту досточку, на которой я все выделывал. Можно, конечно, взять любую другую посуду. Беру формочку и аккуратно переворачиваю все на досточку. И дальше видим, что формочка легко отстает от нашего шоколадного мусса. Я в этом уверен, потому как делаю это не в первый раз в таких вот формочках. И получается вот такая вот красота. И вот это все уже можно кушать просто так. Но так как оно будет слишком сладкое, нам нужно дать ему немножко горчинку такую. Берем какао и все аккуратно через ситочко, чтобы было все красиво, вот так вот просыпаем какао. И в итоге у меня получилась вот такая вот красота. Берем нож и аккуратно начинаем разрезать. Такой шоколадный мусс разрезается мягко, получается он очень нежным, немножко сладким и немножко горьким. Ну а в итоге мне удалось попробовать только то, что я снимал во время видео. Пока я прятал камеру, вот этот шоколадный мусс разлетелся на ура. И меня еще попросили сделать 1 порцию. На этом, ребят, все. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями. После того, как подписались, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.